Бодрое утро! Я Екатерина Серебрянская, твой личный эксперт по здоровому образу жизни. Сегодня мы поговорим о том, как нормализовать ваше высокое давление. Наш телезритель Анатолий из Одессы написал на сайт, что очень переживает о своем здоровье, ведь его дед и папа были гипертониками. Он спрашивает, как ему избежать этой болезни. Как эксперт скажу, Анатолий, будьте спокойны. Самыми простыми методами можно победить гипертонию. Главное, слушайте себя и применяйте профилактические меры. Если ваш партнер жалуется на то, что вы во сне громко храпите, не отмахивайтесь. Дело в том, что громкий непрекращающийся храп является одним из признаков обструктивного апноэ. Люди, страдающие обструктивным апноэ, имеют высокий уровень альдостерона, который приводит не только к храпу, но и к высоким цифрам кровяного давления. Медики утверждают, что 30% населения Украины имеет высокое кровяное давление. К счастью, большинство из них могут снизить его без лекарств. Начните с вашего веса. Ваше сердце можно сравнить с груженным КАМАЗиком, который поднимается в гору. Ему очень тяжело. С помощью простых методов вы можете помочь своему сердцу и нашему КАМАЗику взлететь. Так, у тех, кто практикует регулярные прогулки в быстром темпе, давление всегда находится в норме. Физическая активность снабжает кровь кислородом. Уделяйте кардиотренировкам по 30 минут, не менее 3 раз в неделю. Дышите правильно. Медленное, глубокое дыхание и медитативные практики, такие как цигун, йога, уменьшают количество гормонов стресса в крови, а именно они провоцируют развитие гипертонии. Выполняйте дыхательные упражнения хотя бы по 5 минут утром и вечером. Повышенное кровяное давление часто является следствием чрезмерного употребления поваренной соли, то есть натрия хлорида. Причем его мы можем получать не только из солонки, но и из консервированных продуктов, особенно из продуктов фастфуда. А чем же заменить соль? Для салата идеально подходят лимон и специи. Также для профилактики гипертонии выбирайте продукты, богатые калием. Лучшие источники калия – помидоры, апельсиновый сок, картофель, бананы, фасоль, дыня, чернослив и изюм. Иногда балуйте себя черным шоколадом. Он содержит вещества, которые улучшают эластичность сосудов. 50 граммов шоколада в день способны нормализовать давление, но при условии, что в нем не менее 70% какао. Работа в офисе более 40 часов в неделю повышает риск развития гипертонии на 15%. Поэтому вывод – помните об отдыхе. Софи Лорен всегда следит за равновесием между работой и отдыхом, а также понижает свое давление холодным чаем из суданской розы, он же чай каркаде. Присоединяйтесь к нашей команде здорового образа жизни. В следующий раз у нас в гостях звезда украинского шоу-бизнеса, который не ведет здоровый образ жизни, но при этом поднимает настроение. Будь в форме!